Есть огромное количество генераторов изображений. Сегодня попробуем показать 3 нейронки, которые тоже могут отлично справиться с этими задачами. Как говорится, ни Midjourney единым. В этом обзоре потестим базовые возможности генерации изображений. Первый потестим Leonardo AI. Функций много, но не все они доступны бесплатно. При регистрации получаем 150 кредитов, которые будут обновляться ежедневно. И еще бонус, о котором позже. Пока база. Для создания изображений есть масса настроек. Первое — выбор модели. По умолчанию Flux Dev, но есть и другие. Усиление промпта. Будет ли нейронка автоматически дописывать ваш короткий промпт или четко следовать ему. Выбор стиля и стандартные настройки. Некоторые функции убраны в платную версию, например, генерация больших изображений. В дополнительных настройках доступен только SID, что поможет создавать максимально похожие или наоборот не похожие картинки. В самой строке ввода промпта есть кнопка добавления референса, но пока вот только Coming Soon. Есть еще помощь с промптом, например, выбрать рандомный. Усилить промпт. Это работает так. Просто пишем свой запрос, и Leonardo сам его расширит и дополнит. Можно исправить часть промпта и загрузить изображение в качестве референса, а нейронка сама его опишет и представит в виде промпта. Для чистоты эксперимента будем использовать один и тот же запрос для всех сетей. День, девушка, улица, зима. Это если вкратце. Генерация 4 картинок стоит 39 кредитов. На день, напомню, 150. Ну, мне кажется, отлично получилось. Изображения довольно реалистичны, и артефакты, по крайней мере на первый взгляд, в глаза не бросаются. Теперь можно скачать, увеличить, улучшить качество, но в платной версии. А еще можно открыть в редакторе, править выделенные области и удалить объект с фото. Давайте уберем, например, этого мужчину. Выделяем и пишем в промпте «Удалить». По умолчанию будет 4 варианта удаления. Это можно исправить в настройках справа. Ну вот 4-й вариант, по-моему, хорош. Теперь отдельно хотелось бы показать режим Flow State. Знак бесконечности рядом с ним, и это почти так и есть. Здесь Leonardo будет создавать очень много изображений. При этом кредиты на день списываться не будут. Тут другой счетчик, чуть правее, и дневной лимит будет отражаться в процентах. Настройки. Тут мы выбираем, по сути, готовые пресеты. Они визуально иллюстрированы, поэтому можно пробовать. Кроме того, есть стандартный выбор самого холста. Промпт оставим тот же самый и посмотрим, что получится в этом режиме. Счетчик процентов на день запущен. Пролистываем вниз. Изображения будут создаваться автоматически, пока вы листаете. Проценты будут таять также автоматически. Улучшение качества недоступно. Можно сохранять, править, посмотреть, какие выбраны пресеты, и использовать как пример того стиля, который вам нравится. Дальше можно генерировать изображения в потоке уже на основе выбранного. И очень быстро функция создания картинки в реальном времени. Вставляем промпт и можем крутить ползунки, меняя влияние стиля от большего к меньшему. Картинка будет меняться на глазах. Ну и в завершении стоимость платной версии. От $12 в месяц, чтобы начать работать с большей частью функций. Далее Recraft. У нас на канале был подробный обзор, ссылку оставлю в описании. Посмотрите, если интересно. А пока быстро базовые возможности. Бесплатно 50 кредитов в день. Это довольно нормальный объем, потому что стоимость одной генерации — 2 кредита. Зависит, правда, от режима. В этой нейронке можно создать изображения, в том числе векторные, макапы, удалить фон, объекты и улучшить качество. Нравится то, что все результаты будут появляться в одной рабочей области, как в Figma. Давайте что-нибудь создадим. Можно выбрать модель Recraft в зависимости от цели. Оставим фотореализм. Также негативный промпт, цветовая гамма самой картинки и фона. Не так много настроек на самом деле. Давайте попробуем наш тестовый промпт, который будет одинаков для всех нейронок. Генерит 2 картинки. Ну, на первый взгляд, хуже. Артефакты и неточности заметны сразу. Полученное изображение можно править. Изменить выделенный фрагмент, удалить объект и фон, поменять фон, сразу применить в макап, перевести в вектор. Попробуем удаление объекта. Уберем лишних людей. Ну вот с этим, кстати, уверенно. Функция «Сделать сразу серию картинок в одном стиле». Выберем иллюстрацию. Всего будет 6 картинок. Можно быстро описать их в отдельных промптах. Пусть будут разные животные. Вот такие милые и забавные получились иллюстрации в едином стиле. Каждую можно сохранить отдельно или вытащить в рабочую область для дальнейших действий. Макап. Тут создаем по промпту изображение продукта. По умолчанию и стоит такая модель в настройках.
Ну а потом применить из того, что вы уже сделали, или добавить свою картинку с устройства. Просто перетягиваем на созданное изображение продукта, масштабируем и смотрим. Сохранить также можно в двух форматах. На мой взгляд, как раз иллюстрации – сильная сторона Recraft. И в финале вектор. Просто выбираем соответствующую модель. Пишем промпт и получаем изображение. Его потом можно будет сохранить в SVG. Обратите внимание, все действия заняли половину дневного лимита. Платные подписки от $10 в месяц. И третья нейронка — Crea. Это мощный комбайн с множеством функций, в том числе создание видео на основе самых распространенных моделей. И даже нашумевшие в последнее время китайские есть. Но сегодня изображение. Отсчет бесплатного лимита на день можно отследить в правом верхнем углу. Первое, что посмотрим — чат. Это функция генерации изображения в режиме такого вот диалога. Выберем рандомный промпт, импрессионизм, монета к Моне, 3 картинки в итоге. Довольно симпатичные, кстати говоря. Можно использовать готовые команды или писать свои. Поменяли стиль — хорошие результаты. Теперь к основному — генерация изображения. Можно выбрать модель. По умолчанию стоит флакс, оптимизированный для Crea, другие убраны в платные подписки. Но лично меня это полностью устраивает. Можно выбрать параметры изображения, загрузить свой файл в качестве референса или выбрать из готовых стилей. Их тут много. Можно фильтровать и искать тот, который больше нравится. Вставляем тестовый промпт и посмотрим, как справится Crea. По умолчанию делает 4 изображения. По-моему, очень уверенно. Реалистичные, хорошие результаты. Картинку можно сохранить на устройство или анимировать, но в платной версии. Теперь режим правки. Функции привычны – менять выделенную область, удалять объекты или добавлять новые, загружая свои картинки. Давайте поменяем машину на новогоднюю елку. Выделяем область, пишем промпт, ждем. Симпатично. Пропорции соблюдены, блюр тоже. Теперь генерация в реальном времени. Тут сложнее, но интереснее. Открываем, и вот что видим по умолчанию. Это не я делал. Тут можно использовать панель инструментов слева, добавлять картинки, объекты и прочее. На этой основе в реальном времени будет генериться изображение в правой части. Пишем промпт, чтобы было более адекватное понимание того, чего мы хотим. Ползунок отвечает за точное соответствие нашим параметрам и креативность нейронки. Можно подвигать его и посмотреть результаты. Давайте добавим готовое изображение и растянем его на всю рабочую область. На всякий случай обозначим, что это город. Даже при минимальном вмешательстве нейронки уже видим отличия. Убраны объекты из воды, например. Сменим сезон. Пусть будет зима. Пока ничего не меняется, но если сдвинуть ползунок и дать волю нейронке... Суть остается прежней, но меняются дома и добавляются элементы. Здесь также можно выбрать модель, но та, что по умолчанию, мне понравилась больше. Тут вообще машины поплыли. Полученное изображение можно улучшить. Жмем на Upscale и получаем вот такой результат. И что по стоимости? От $10 в месяц, и можно уже даже тренировать свою модель. Важно отметить, что не существует абсолютной панацеи для решения всех задач. Методом исключения можно подобрать именно тот инструмент, который будет для вас наиболее удобным и эффективным. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.